Более 10 лет назад Марина Буканова, поддавшись уговорам своих дочерей, выкупила немолодого уже коня Чемберлайна. Выкупила лишь для того, чтобы он перестал переходить из рук в руки. С тех пор начались поиски идеальной конюшни для нового члена семьи, но, к сожалению, безуспешно. И тогда Марина решила, что рай для лошадей она построит сама. И вот, после годовой стройки, уже в 2012 году гнедой Чемберлайн вступил на территорию необычного загородного клуба, названного его именем. Чемберлайн Country Club – уникальное место в 10 минутах езды от Алматы. Здесь в идеальных условиях и заботе живут 50 лошадей. Здесь никогда не было конного спорта, проката на час или железа во рту у лошадей. У вас, получается, в Чемберлейне сразу со дня основания не было никакого конного спорта, выездки, конкура. Почему? Когда дети начали интересоваться лошадьми, мы сразу стали изучать, как живут лошади, а что для них полезно, что не полезно, что хорошо, что плохо. То есть очень много литературы прочитали. И, в принципе, анализировав эту информацию, мы поняли, что лошади-то не для спорта. И лошади могут намного больше дать человеку. И с лошадьми можно общаться, у них можно учиться много чему. И тогда, когда у нас уже появилась первая лошадь Чемберлайн, потом еще одна лошадь Спартак, мы стали уже погружаться в вопрос, как правильно содержать, как сделать все, что мы можем для того, чтобы нашим лошадям было комфортно жить. И это нам, конечно, опять же, много информации дало, и в том числе информации о том, что конный спорт очень вреден для лошадей. Эта лошадь вообще не создана для верховой езды. Она физиологически, для нее это неестественно. Ну и вообще, спорт – это принуждение, это доминирование. Хотя сейчас много всяких методик, мягких методик и так далее. То есть, но тем не менее, все равно это другие отношения. В любом случае, это другие отношения, нежели партнерские, такие дружеские. С лошадьми можно договориться, как с детьми. Они все понимают. И если договорился, то надо держать слово. В 2018 году, получается, вы полностью отказались от верховой езды. Да. Почему и как это произошло? Изначально было желание не заниматься верховой ездой, когда у нас появилось несколько лошадей, когда мы уже построили конюшню и собирались уже забирать наших лошадей на нашу конюшню, мы искали единомышленников, тренеров, которые поддерживают наши идеи, нашу мечту, создать достойные условия для жизни лошадей и создать достойные и правильные отношения с лошадьми. Но в тот момент было очень тяжело найти таких тренеров, и мы начали с того, что это будет верховая езда, но для детей, для подростков, но она будет очень мягкая, не более 15 минут. Потому что к тому моменту мы уже узнали, что через 15 минут начинается дискомфорт и болевые ощущения у любой лошади. И поэтому больше 15 минут с лошадью договориться о верховой езде невозможно, это не получится. Будет все равно принуждение, доминирование. И мы все равно шли к этому. Мы искали единомышленников. Появился один тренер, потом другой тренер. И, наконец, когда они были готовы и сказали: Марина, да, если ты хочешь, если вы хотите с дочерьми именно без верховой езды, то мы поддержим. И вот в мае 2018 года удалось достичь того, чего Марина и дочери хотели с самого начала – полного отсутствия верховой езды. Это было, конечно, такое шок. Был такой стресс и для коллектива, для тех, у кого были какие-то планы еще, амбициозные какие-то планы насчет своего развития в верховой езде. Для зрителей кто-то обрадовался, кто сказал: о, молодцы, неужели это возможно в Казахстане? А другие сказали: ну, вы прям совсем уже как-то с фанатизмом. Удалось это, конечно, не без потерь. Многие ученики, гости клуба перестали приходить. Также непонимание возникло и среди сотрудников. Да, среди сотрудников тоже это было непросто. Даже те наши члены команды, с которыми я начинала, которые меня поддержали вообще в этом направлении изначально, против спорта, против насилия,
против принуждения лошадей. Среди них даже 2 члена команды нашей, они обиделись и ушли. Но об этих переменах Марина не жалеет. Мягкие методики, они у всех понимаются, для всех по-разному выглядят. Когда к вам приходят люди и спрашивают, почему вы не ездите на лошадях, что вы обычно отвечаете? Мы считаем, что лошадь не для верховой езды, что нам интересно лошадей иметь рядом с собой и рассматривать как друзей, как полноценных партнеров, потому что мы же проводим бизнес-тренинги с лошадьми, коучинг, детские программы, и это наши партнеры, это наши тренеры. И нам приносит это удовольствие, и мы считаем, что это правильно, главное, что это наши ценности. А как изначально, когда Чемберлен только появился, и как сейчас к вам относятся представители конного спорта в Казахстане? Когда мы только появились, они, в принципе, не поняли, что мы против конного спорта. Мы все равно ездили верхом, поэтому они хорошо относились, в принципе, хорошо, и даже у нас арендовали площадки рабочие, наш манеж, у нас лучший манеж вообще в Казахстане. Они с удовольствием приезжали, проводили какие-то свои мероприятия. Но потом, конечно, когда мы отказались от верховой езды и начали это пропагандировать, потому что мы провели 2 конных выставки в Казахстане. В 2016-2017 году это были впервые проведенные выставки такого масштаба международного. К нам приезжали с разных стран. Россия поддержала, и с Европы приезжали специалисты. И когда мы начали говорить с такой большой трибуны, на такую большую аудиторию о том, что лошадь не для верховой езды, это не спортивный тренажер, это не средство для развлечения, может помогать в развитии, в воспитании, вообще во многих вещах, то от нас начали отворачиваться и говорить, что они не умеют просто ездить верхом, они просто не умеют управлять лошадью, поэтому они вот это теперь говорят, не справились. Надо сказать, что это классические доводы всадников о том, что те, кто не ездит на лошадях, они боятся, слабые или духа не хватило. На самом деле им невдомек, что мы не ездим на лошадях, потому что считаем лошадей полноценными личностями. Вы сейчас вообще замечаете вот всю ситуацию, которая складывается в мире вокруг верховой езды, конного спорта, особенно после скандалов Токийской Олимпиады? На самом деле уже несколько лет уже заметны тенденции, тренды, потому что конный спорт и отношение человека к лошадям и с лошадьми в развитых странах, оно уже меняется. И уже обратной дороги нет. Если даже на скачках не используют железную амуницию, то это уже, я считаю, что это шаг. Может быть, это еще маленький шаг, это еще недостаточно для нас, например. Но, тем не менее, это шаг. То есть приходят к тому, что так как вот мы до этого, до ближайшего времени относились к лошадям и их использовали, это неправильно, это не гуманно, это неэффективно даже, если так, с точки зрения потребительского такого взгляда. То есть железная амуниция уходит, более тщательный ветеринарный контроль ведется, дисквалифицируют лошадей, если они себя там плохо чувствуют, не отвечают каким-то требованиям ветеринарии. Я считаю, что это еще мало, но тем не менее это все равно шаг, большой шаг вперед. И появляется много хозяйств и конюшен, в которых уже мягкие методики используются там, и так далее. И кроме того, вы знаете, что сейчас большое такое направление использования лошадей для обучения. То есть в мире есть тренд, есть тенденция, и я думаю, что уже процесс необратим. Конечно, и на Марину, и ее дочерей, и на многих, в том числе и на меня, оказала влияние лошадиная революция, которую когда-то начали Александр и Лидия Невзоровы. Ведь они первые на постсоветском пространстве, кто начал говорить о другом отношении к лошадям. И, конечно, сейчас семья Букановых продолжает свое образование, посещая и международные семинары, и приглашая специалистов с лекциями к себе в клуб. Скажите, Марин, а вы рассказываете ученикам или клиентам, которые к вам приходят, о подноготной различных забав с лошадьми, или вы предпочитаете уходить от этой негативной темы? Мы стараемся, конечно, уходить от этой темы, но если
клиент или там ученик, или просто гость, он готов, то на экскурсиях мы можем, так сказать, если есть вопросы, и мы видим, что человек готов. А если мы видим, что не готов, то это только отталкивает. Также, знаете, как Невзоров написал свои книги, снимал фильмы, и как они воспринимались. Это сейчас уже с прошедшим временем мы понимаем, что там есть, да, моменты какие-то, немножко манипуляции, есть моменты немножко как бы запрещенные, как мне кажется. Но, тем не менее, он говорил о вещах, которые объективно есть, существуют, и о них надо знать. Просто, может, форма была слишком такая эпатажная, слишком шокирующая. Но то, о чем он говорил, это правда. Так оно и есть. Мы, конечно, не в такой форме, но если это уместно и воспринимается, мы говорим об этом, конечно. У вас есть образовательные курсы по менеджменту, уходу за лошадьми, расчистке? Да, конечно, есть такие. Они двухнедельный курс есть. заочные. Пока мы только очные проводили. Заочные мы не пробовали. Многие недоумевают, а что же делают люди, если они не ездят на лошадях? Марина рассказала, например, как их лошади помогают обучать людей soft skills и тимбилдингу. Chamberlain Education – это учебный центр, который является членом Европейской ассоциации обучения с лошадьми. Вот в 2015 году мы вошли, тогда Казахстан стал 42-й страной в мире, сейчас уже 90 стран мира участвуют в этой ассоциации. И в этих странах тренеры работают уже много лет, используя лошадей для обучения, для развития soft skills всяких различных компаний. И мы в том числе, вот уже 7-й год проводим такое обучение. И, конечно, эти лошади уже не используются в спорте. Это не потому, что эти тренеры такие гуманные, такие хорошие, такие сознательные, как мы, а потому что не получится. Не получается. То есть не получится это обучение, бизнес-тренинги, то есть используют эти методики. Они не работают, если лошадь в спорте или в принуждении, если лошадь не может высказать свое мнение, то есть нам же нужен партнер, который реагирует, который отражает, который зеркалит и так далее. Все, что на чем построена методика обучения с лошадьми. Даже в условиях нашего содержания лошадей, нашего отношения к лошадям, я вижу, как из 50 лошадей в наших тренингах можно использовать прямо сейчас только где-то 30 лошадей. Остальные еще где-то зажаты, где-то у них печальный опыт с людьми, где-то они не уверены в себе и так далее. Они постепенно открываются только. Марина, расскажите, как вы подбираете людей, которым доверяете своих лошадей? Даже как лошадей? По глазам? О чем должны сказать эти глаза? Лучше всего при отборе людей наблюдать за ними рядом с лошадью. Как лошадь реагирует, как они реагируют на лошадь, насколько у них есть терпение. В принципе, найти человека, который уже все знает, у нас невозможно в Казахстане. Это нужно, чтобы человек был готов учиться, любил лошадей, был терпеливым и любил не себя рядом с лошадью, не на лошади, а реально лошадь, и его заботило ее благополучие, ее чувства и так далее. А научить можно любого, если есть у него желание. Поэтому так, глаза, что излучает человек, как лошадь реагирует. Так. Были ли у вас случаи, когда человек исконного спорта, придя к вам, переставал ездить вообще? У нас есть тренер, старше всех, член нашей команды, бывшая спортсменка. Она у нас не ездит верхом и, в принципе, получает большое удовольствие от тех занятий, которые у нас проходят с земли, с лошадью, со свободной лошадью. Но при этом она на другой конюшне может пойти и ездить верхом. Из спортсменов не получается прям таких тренеров, которые готовы воспринимать лошадь как свободного партнера. Сама Марина тоже занимается с лошадьми и рассказала, как составляется программа обучения. Во-первых, для каждой лошади существует программа и рекомендации.
То есть одной лошади нужно развивать одну группу мышц, другой нужно растягивать там другую группу мышц. В разработке этих программ участвует много специалистов. Это наш ветеринарный врач, это триммер, который расчисткой лошадей занимается, который приезжает к нам из России, дает тоже рекомендации каждой лошади отдельно. Раз где-то в полгода, раз в год приезжает триммер, раз в год или раз в полгода, когда как приезжает остеопат из России, который тоже осматривает всех наших лошадей и делает рекомендации конкретным лошадям. И наш ветеринарный врач, конечно. Исходя из всех этих рекомендаций, строится программа для каждой лошади. Она может быть подробной, там, поэтапной, прям по дням, или там, по неделям, по месяцам, может быть просто в виде рекомендаций. Там, это нельзя, например, нельзя там поклоны делать, нельзя там просить лошадь садиться, если да, вдруг ей хочется во что-то поиграться, нельзя там так растягиваться, надо только в другую сторону, по кругу нельзя бегать налево или по кругу направо. Вот. Кроме того, в разработке программ учитываются то, что лошадям нравится, то есть к чему склонна лошадь. Одна склонна, например, участвовать в театральных постановках конного театра. Очень нравится. Музыка нравится наряжаться, нравится что-то делать вместе. Причем лошадь может сама предложить что-то сделать во время этого номера. И это очень ценно и обычно закрепляется. Значит, вот то, как двигается лошадь, как ей нравится, это фиксируется, и под нее уже составляется, под это предложение лошади составляется там, часть мини-спектакля или часть представления. Некоторым лошадям это вовсе не нравится. Одним нравится заниматься в манеже, потому что там замкнутое пространство, там безопасно и спокойно. А другим нравится на территории ходить, и на различных площадках что-то вместе делать. Если я, например, занимаюсь лошадью, то с одной я там иду в манеж, и потом начинаем там мячик гонять. Сначала какие-то просто гимнастические вещи делаем, то, что предлагается лошади сделать, а потом наблюдаю за тем, что лошадь сама предложит. Можно на тумбу захочется попрыгать, через тумбу попрыгать, или на тумбу запрыгнуть, или мячик погонять, побегать вместе. И потом уже идем в леваду. Главное не передавить и больше времени, чем надо, не занять лошадь. Потому что лошадь должна постоянно жевать что-то, тоже кушать, общаться между собой. Поэтому больше, чем на полчаса, на самом деле, нежелательно лошадь отвлекать так от табуна. Полчаса, минут 40-45. А другой, например, нравится ходить по территории. Мы ходим по территории. У нас есть площадка Agility, конная, есть площадка Western Trail, где разные препятствия, где можно побегать, попрыгать. Так. За счет чего существует клуб? Потому что вы часто говорили, что на лошадях заработать невозможно. Это никогда не будет прибыльным бизнесом. Основной доход, конечно, это корпоративные продажи. Это аренда локаций под мероприятия компаний. Это наши услуги по кейтерингу, по организации таких мероприятий, деловых мероприятий в основном. И, конечно, это бизнес-тренинги с лошадьми, коучинг. И если детские программы, то тоже программы для школ, для детских садов. Они приходят к нам, и мы проводим и экскурсии, если это разово, и целые программы у нас есть для развития детей с лошадьми. Лагерь. Конечно, полностью не покрываются расходы, операционные расходы не полностью покрываются. Поэтому есть, конечно, часть такая большая инвестиций, мои собственные. Как вы думаете, в ближайшие несколько десятилетий сможем ли мы застать время, когда люди полностью откажутся от верховой езды? Наверное, нет. Я думаю, нет. Хотелось бы, конечно, в это верить. Такая мечта. А какой вы срок представляете? Лет, думаю, 20-25 точно нужно. Если говорить про всю, конечно, если мы говорим там о развитых странах, то вполне возможно. Через какие-то 10 лет в Европе перестанут ездить верхом. Угу. В Америке, в Соединенных Штатах тоже мы были там, мы видели, какие движения, какие программы, как они развиваются. Есть надежда большая, что там, да, даже у нас в Казахстане выезжаешь за город и едешь мимо
поселков, хозяйств, и видно, что нам еще далеко, конечно, до того, чтобы перестать использовать лошадь так, как мы сейчас используем. Сейчас весьма популярным является спасение лошадей с боем. Как вы к этому относитесь? Что вы про это думаете? Мы сами участвовали в этом. У нас несколько лошадей с бойни до сих пор живут, счастливые, довольные. Но, знаете, это же содержание лошади, это очень затратное дело. И если есть много людей, которые могут спасти лошадей с бойни, то, конечно, это хорошо. Но это реально трудно. Это трудно. Лошадей не перестанут отводить на бойни, разводить ради мяса только тогда, когда у нас сократится потребление. Когда сократится потребление конины, сократится потребление выращивания и производства. У вас дочери тоже занимаются, да, с лошадьми? Старшая сейчас меньше, потому что у нее там своя компания, у нее свое дизайнерское бюро, и там некогда, она бывает, приезжает там раз в месяц. А младшая, да, она прям погружена, она прям тренер в команде тренеров, 17 лет ей уже. Она очень активное участие принимает во всем. И в самом тренинге, и в принятии каких-то решений, в планировании чего-то там, в планировании улучшения, развития клуба. Так вот. Вы можете сказать, что вы уверены за будущее Чемберлена, что вы можете с полным спокойствием передать его своим дочерям? Да, я могу с полной уверенностью сказать, что, знаете, как во всем мире, я всегда говорю об этом, вспоминаю это, потому что это правда, это объективная вещь, которая никуда не деться. Уходит или умирает владелец конюшни, и конюшня обычно тоже умирает. То есть лошади распродаются, территория как-то по-другому используется. Я уверена, что мои дочери, по крайней мере, постараются и все сделают для того, чтобы вот Чемберлен остался такой, какой он есть, со своими ценностями, своими целями, задачами и так далее. Мы расспросили младшую дочь Марины, Майю, о лошадях, о занятиях с ними, а также о планах на будущее. Для меня лошадь – это друг, наставник, очень большое, красивое, чуткое животное. Лошади искренние, настоящие. И лошадь всегда мне скажет честно, если я не права. Для меня лошадь – это целый мир. Это Акита, одна из лошадей, с которыми я занимаюсь. Ее порода Гафлингер – это австрийская горная порода лошадей. Она приехала к нам из Германии. У нее очень игривый, активный характер. Она очень любит лизаться, показывать различные трюки. Она очень общительная. За уже более 10 лет общения с лошадьми я научилась не бояться пробовать что-то новое, выходить из зоны комфорта. Я поверила в себя и научилась мечтать и смотреть вперед. Сейчас занятия с лошадьми для меня это общение, это проведенное вместе время. Когда я иду к лошадям в Леваду, я знаю, что они ждут меня, я знаю, что им будет интересно со мной. Каждый раз это часть моего дня, которую я точно проведу весело, интересно. Я считаю, что с лошадьми может заниматься каждый, кто готов погрузиться в себя, быть честным с собой, открытым и увидеть себя таким, какой он есть, и быть таким, потому что с лошадьми можно быть только такими, какие мы есть. Конечно, с ними очень важно терпение и уважение. В первую очередь для меня, конечно же, неприемлемо любое неуважительное отношение к лошади. Еще я всегда стараюсь слушать и слышать лошадь, потому что лошади, они очень чутко реагируют на нас, постоянно слышат нас, и я должна тоже слышать ее. Лошадь может не хотеть чего-то, если она не в настроении сегодня, или что-то могло произойти,
или просто ей хочется сегодня вообще что-то другое делать. Для меня очень важно понимать, что хочет лошадь в данный момент, видеть это и сделать все возможное, чтобы мы именно это могли делать и этим заниматься. У лошади всегда есть возможность отказаться делать что-то и предложить что-то другое. И самое интересное, что я заметила, это что чем больше у лошади есть возможность сказать мне «нет», тем больше она в будущем будет готова сказать «да». И если лошадь проявляет агрессию в мою сторону, это уже какая-то крайняя мера. Это значит, она пытается что-то мне показать, но я этого не увидела раньше, не заметила. И все, что ей остается сделать, это проявить агрессию. В таком случае очень важно, конечно же, сохранить безопасность для лошади, для меня и для окружающих. И всегда задуматься о том, что произошло, почему, что привело к этому, и что я могу сделать, чтобы предотвратить это в будущем. Это очень важно. Самая некомфортная ситуация — это когда нужно полечить лошадь, обработать ранку, может быть, поставить укол, но лошадь в этот момент чего-то пугается или ей просто больно. Наша задача в такой момент показать лошади, что мы пытаемся помочь ей, ни в коем случае не навредить, и это бывает сложно. Но когда лошадь доверяет нам и открывается, это действительно трогает, когда она обращается за помощью и позволяет себе сделать достаточно, может быть, болезненные какие-то манипуляции, связанные со здоровьем, потому что нам доверяет. Я считаю, что для отношений с лошадью ничего и не нужно. Нужна лошадь, нужны вы. Конечно же, очень важно, чтобы у лошадей было достаточно пространства для выгула, чтобы у них было достаточно движения, чтобы они были здоровы. Но это бесценные отношения, если они не строятся на том, что лошадь для чего-то нужна, или мы ее для чего-то используем. Я считаю, что это самые лучшие отношения. Это то, к чему мы стремимся в клубе. Создать такие условия, такие отношения, атмосферу, в которой им комфортно с нами, нам хорошо и весело с ними. И мы просто проводим время. В этом году мне исполняется 18, я заканчиваю школу. И на следующий год поступаю учиться в университет на инженера. У меня есть прекрасная возможность учиться за рубежом в Англии. И на данный момент мой план отучиться, получить опыт работы там, может быть, и вернуться в Казахстан и работать здесь. Я уверена, что лошади будут в моей жизни всегда, вне зависимости от того, будет ли это моей основной деятельностью или хобби. Я очень хочу, чтобы это место продолжало развиваться, и чтобы наши лошади жили здесь. Каким желаете стать Чемберлену через 100 лет? Ну, во-первых, хотелось бы, чтобы это было место, откуда черпается вдохновение, энергия, поддержка для всех конников, которые хотят, чтобы лошади жили достойно, чтобы воспринимались людьми правильно, то есть как равные, чтобы это было место, откуда можно учиться, откуда черпать знания. Не только в Казахстане, потому что вот со всего мира приезжали. У нас сейчас уже приезжают, пишут диссертации студенты из Тимирязевской академии, например. Пишут диссертации, да, о том, как из Москвы, о том, как правильно содержать, холистический подход содержания, там, ветеринария, подходы там, и так далее. То есть у нас как цифровая конюшня, у нас все уже автоматизировано, все, что возможно, любой учет того, что делается, и ветеринария, и зооинженерия и так далее. От себя скажу, я наблюдала за клубом Чемберлайн много лет, молча. И тихо мечтала, чтобы когда-нибудь они перестали ездить. И вот моя мечта сбылась.
Я желаю нашему миру, чтобы в нем как можно больше лошадей забывали или вообще не узнавали, что такое уздечка, седло или всадник. А клубу Чемберлайн я желаю, чтобы через 100 лет они были признаны достоянием Казахстана как старейший клуб, где не ездят на лошадях, пропагандирует исключительно грамотный менеджмент и бережное, уважительное отношение к этим, несомненно, прекрасным созданиям.